Добрый день! Я Всеволод Виницын, основатель Семейного творческого союза и пространства сотворения «Музыкосфер». Я очень люблю музыкальные инструменты ручной работы. Не те, которые изготавливаются на поточном методе конвейера, а те, что делаются с любовью, вниманием, тщательно и сознанием дела, глубоким знанием дела. И сегодня я хочу познакомить вас с одним из любимых, мной очень любимых инструментов под названием шум океана. Он, по сути, передает звучание шума океана. Есть, конечно же, подобные инструменты, которые изготавливаются известными брендами, но по глубине, по тонкости звучания они другие. И этот инструмент мастер изготавливает немножко с другими характеристиками. Но и по секрету, конечно же, хочу сказать о том, что тот элемент, который создает сам звук, а это металлические шарики определенного качества и определенного диаметра, соответственно и веса, и их соотношение, и их количество. Ну и, конечно же, состояние того, кто производит этот звук, дают фееричное звучание. И у меня очень много благодарных слов, эмоций, людей, которые проживали эти состояния очищения, наполнения, феерических состояний радости, именно в сотворчестве со звуками, ощущениями энергии этого инструмента. И это он. Его диаметр 50 сантиметров. Если на английском языке, то Ocean Drum, шум океана. И он в действительности содержит в себя очень глубокие звучания, многоуровневые, именно океана. Его большой длинной волны, которая накатывает на берег, и потом, откатываясь, еще тянет за собой камушки, которые прыгают, ударяются друг от друга. И, ну, это, в общем-то, вот это гармоничное, такое мягкое, но в то же время мощное звучание. И словами его передать сложно. И передать мне его вам полноценно путем коммуникации через интернет или звукозаписи, конечно же, можно было бы в студии звукозаписи профессионально записать, но я не вижу в этом смысла, потому что я делюсь тем, что действительно я знаю, что это так. И если это вам интересно, то вы тоже можете приобрести такой инструмент. Конечно же, их мастер в наличии не держит, он их изготавливает под заказ. Ну, все это возможно подождать и получить долгожданный такой большой-большой подарок. Я, конечно, немножечко дам вам послушать, хочу показать, но когда показываешь, он уже начинает шуметь. Я не уверен, что звучание будет гармоничным, скорее всего, будет плоским. Вот. Ну, учитывая это, вы, да, смотрите, вот он вот такой, вот. Сбоку он вот такой. С этой стороны он непрозрачный. То есть с этой стороны пластик, именно пластик, не кожа. Первый инструмент, который я себе заказывал на него, был именно кожаным, но из соображений экологичности, что, ну, в общем-то, кожа – это кожа живого существа. А также кожаные изделия, они очень капризные, то есть кожаная мембрана, она очень хорошо ощущает влажность и реагирует на нее практически мгновенно. И, в общем-то, переводить ее в другое состояние натянутости, это все дополнительные манипуляции. Ну и, в общем-то, я пришел к тому, что
пластик, он ничем не хуже, а даже более практичен в эксплуатации, и в звучании он ничем, в общем-то, не проигрывает. И тем более он может быть вот таким черным, а шарики, которые являются наполнителем, и вот, их можно увидеть, они, в общем-то, вот такие вот серебристого цвета. И при звукоизвлечении мы очень хорошо их видим, даже если это какое-то пространство, где традиционно это происходит в полумраке, чтобы можно было расслабиться действительно, и при ярком свете это достаточно сложно, поэтому мы традиционно приглушаем свет, и видеть инструмент очень важно хорошо. И вот этот контраст черного и серебристого, он прекрасен, потому что очень хорошо видно, где шарики находятся, и начинаешь им управлять. Я немножечко позвучу, может быть, в общем-то. Вот как-то так. Это очень в действительности красиво, вызывает бурю прекрасных эмоций, не только у того, кто играет на нем, а у всех окружающих. И поэтому, если вам это интересно, то я с большим удовольствием окажу вам полное содействие в этом вопросе. Пишите, звоните. Благодарю вас за внимание. Желаю вам чудесного дня. Всего вам самого доброго и до новых встреч.